Сентябрь 2024 года. Мой путь лежит из Москвы в Симферополь. Я нахожусь на Казанском вокзале, и в путь мы отправимся на двухэтажном поезде «Таврия». И по странному стечению обстоятельств мой вагон имеет номер 13. Как вы думаете, это случайность или в этом есть мистический знак? Напишите в комментариях, как часто у вас бывают такие необычные случайности. До этого я никогда не был в Крыму, но я чувствую, что эта поездка будет наполнена мистическими событиями. Из Симферополя я приехал в Ялту. Здесь проходит международный ялтинский телекинофорум «Мы вместе». Документальный фильм, над которым я работал, а также 2 короткометражных метра вышли в финал, и я был приглашен для участия в телекинофоруме. Все участники проживают в знаменитой гостинице «Таврида», которая раньше называлась «Россия». В ней останавливались Некрасов, Чехов, Маяковский, Римский-Корсаков, Станиславский. А также здесь проходили съемки фильма «Асса», в котором участвовал Виктор Цой. Здесь, в Ялте, у меня состоялась интересная встреча. К сожалению, люди отказались сниматься на камеру, поэтому я расскажу, что произошло. Я был приглашен к ним домой, в квартиру, где проживает семейная пара Татьяна и Сергей. У Татьяны был дедушка, Казаков Иван Андреевич. Примерно с 1970 года он работал в каком-то закрытом правительственном НИИ. Если кто не знает, НИИ расшифровывается как научно-исследовательский институт. Характер работы у него был разъездной, Иван Андреевич часто бывал в командировках, и по рассказу его внучки Татьяны, никто из родных точно не знал, кем именно он работает. То есть все было засекречено. Сначала он с семьей жил в Красноярске, затем они переехали в Москву, а потом в Крым, в Ялту. В 1995 году этот человек умер, внучка с мужем вступили в наследство, и когда разбирали вещи дедушки, то в кладовке был обнаружен чемодан. В чемодане лежали различные вещи и документы. И по этим документам внучка поняла, что Иван Андреевич занимался исследованием аномальных явлений. И в чемодане находятся архивные материалы и различные документы, как раз именно связанные с аномальными явлениями. Внучка с мужем решили оставить чемодан в кладовке. Много лет он лежал на полке, но потом начали происходить странности. Чемодан оказался непростой. Периодически из кладовки раздавались звуки, голоса, постукивания, что-то скрипело, но когда дверь в кладовую открывали, то там становилось тихо. Татьяна и Сергей смотрят наш канал «Мистическая Сибирь». А так как я живу в Красноярске, а их дедушка был родом из Красноярска, то они решили отдать этот чемодан мне, потому что он их пугает. Выбросить его жалко, потому что там вещи дедушки, и, возможно, они имеют какую-то ценность для меня, как исследователя паранормальных явлений. А хранить эти вещи дома им тревожно. Я отправил чемодан транспортной компании в Красноярск, поблагодарил Татьяну и Сергея, а сам принял участие в телекинофоруме. Документальный фильм получил спецприз директора кинофестиваля, короткометражные фильмы остались финалистами, и я отправился домой в Красноярск. Я вернулся в Красноярск, получил посылку, вот этот чемодан, который сам себе же отправил из Ялты, и сейчас буду осматривать его содержимое. Так, ну что я здесь вижу? Документы, бумаги какие-то, карта, вещи, предметы. Все выглядит достаточно винтажно. То есть это явно вещи из прошлого.
Вот, ну что, давайте поподробнее посмотрим, что же здесь есть интересного. Так, у нас бумаги, значит, что-то тут приказы, интересно. Дальше посмотрим сейчас. Да. Так, значит, какие-то бумаги, что-то здесь такое, нужно разбираться прям. Вот так. Это что такое? Ого, правительственная телеграмма. Правительственная телеграмма. О, еще одна. Так, ну ладно, мы их сейчас прочтем. Так, тут у нас... Ух ты, НЛО, неопознанные летающие объекты. Встреча землян с инопланетянами. Это у нас какой-то дайджест НЛО летающих тарелках. Ну что ж, интересно. Слушайте, прям такая... Это были пришельцы. Ого. Надо будет дело это изучить. Что за дайджест такой НЛО? Так, ладно. Так, что у нас здесь? Так, это инструкция к фотоаппарату «Зенит». Вот он, наверное, «Зенит» лежит, фотоаппарат. Дальше мы тут видим альбом для карманных календарей. Ничего себе. Ух ты. Календарики. 1988 год. 80-й год. Так, автомобили. Советский автопром. Так, что тут? Тоже 88-й год. Так. Так, интересно. Так, все надо изучать. Оп, оп, стоп, аккуратненько, аккуратненько. Не завернуть бы. Не повредить бы. Это все нужно прям подробно изучать. Тут у нас что? Опа, фотографии. Так, на фотографии стоят люди и портрет Ленина. Интересно. Ну что, полистаем фотографии из прошлого. Так, что мы тут видим? Стоят люди, Ленин, счастливого пути. Так, чисто. Вот они тут сидят. В общем, какое-то торжество. Ага. Народ стоит. Так. Ну, похоже дело, это ЗАГС. Наверное, да. Так, опа. Город Ялта, 71 год. Так, печать, ну, неразборчиво. Значит, тут люди. Так, ага, значит, здесь у нас свадьба чья-то. ЗАГС. Мы тут смотрим и видим опять 71 год. Город Ялта. Центральная фотолаборатория. Да, интересно. Ого-го, это что? Рок-группа «Затерянный мир». Молодые ребята с гитарами. Гитары электрические. Так. Стоит дата 88 год. Вот фотография. Рок-группа «Затерянный мир». Тут у нас нет ничего. Да. Ну вот такие фотографии. Интересно. Так, ладно, мы, значит, тут это дело обратно сюда положим. Так, посмотрим, что здесь есть еще. Аномальное происшествие, гармоника. Описание событий. Так, папка с документами. Еще папка тяжелая. Дальше тут у нас
Что-то здесь написано. Какая-то самодельно отпечатанная книга, но видно, что как бы старенькая. Вот. Ладно, надо почему подробнее разбираться. Дальше здесь у нас какие-то штуки. Это что-то непонятное. Рахат Лукум, коробочка от Рахат Лукума. Так, убираем пока в сторону. Вот это что такое? Ну, вообще, прям винтаж. Коробочка такая интересная. Так, что-то не могу одной рукой закрыть. Ладно, пока так пусть останется. Так, у нас тут есть мяч. Мяч. Под мячиком ничего нет. Хорошо. Что тут у нас? Тут у нас фотоаппарат «Зенит». Ага. Инструкция была от него. Так, объектива нету почему-то. Может, где-то лежит в какой-нибудь коробочке. Так, ой, фотоаппарат убираем сюда. Тут у нас игрушка. Клоун какой-то. Так, интересно. Пришельцы из Зазеркалья. Так, НЛО просит посадки. Дальше у нас Москва. Карта пассажирского транспорта. Ленинград. Схемы. Так, ага. Тут у нас... Ну, тут что-то интересное. Какая-то штука. Надо разбираться. Это печать. Деревянная ручка и печать. Ну, потом посмотрим более подробно, что там. Так, а тут у нас что-то такое. Какой-то термометр. До 40 градусов. Да, инвентарный номер. Так, хорошо. Тут какая-то коробочка. Бумажки. Ой. Так. Это что такое? Не знаю, что-то. Губная гармошка. Так, ладно. Складываем это обратно сюда. Так, клоун идет на место. Так, ну что, давайте сейчас возьмем бумаги, сядем за стол и почитаем телеграммы. Начнем, пожалуй, с них. Так. Телеграммы достаем аккуратненько. Значит, смотрим. Так, вот она телеграмма. Правительственная телеграмма Министерства связи СССР. Так, правительственная серия П. Красноярск, улица Карла Маркса, 56, Казакову Ивану Андреевичу. Так, значит, эта телеграмма была направлена человеку, которому принадлежит вот этот чемодан с артефактами и документами. Давайте читаем, что здесь у нас написано. Уважаемый Иван Андреевич, настоящим сообщаем вам о необходимости срочно прибыть в Москву в связи с созывом заседания представителей региональных исследовательских групп, не входящих в программу «Сетка». Программа «Сетка». Интересно. Так, вторая телеграмма. Уведомление телеграфом. Правительственная серия П. Значит, уважаемый Иван Андреевич, поздравляем вас с назначением на должность руководителя исследовательской группы «Гипотеза» Сибирского округа в составе проекта «Сетка». Значит, сначала его вызвали в Москву как представителя региональной исследовательской группы, которая не входила в программу «Сетка».
А следующая телеграмма, его поздравляют с тем, что он назначен на должность руководителя исследовательской группы в составе проекта «Сетка». Вот. А вы знаете, что такое проект «Сетка»? Ну, смотрите, если кто не знает, то я сейчас вкратце расскажу. Это на самом деле очень интересно. Итак, Советский Союз на правительственном уровне занимался изучением аномальных явлений. КГБ СССР занимался изучением феномена НЛО и вопросами внеземной жизни. Для этого была создана отдельная программа «Сетка», которая проработала в СССР с 1978 по 1991 год, но до сих пор большая часть информации о ее работе засекречена. Чтобы получить максимально объективную информацию, проект поделили на две части – военная и научная. Первое направление – «Сетка МО». МО – это проект Министерства обороны. Они занимались тем, что выявляли потенциальную опасность НЛО для личного состава и военной техники, а также они проверяли причастность спецслужб либо военных других государств к тому или иному паранормальному событию. Второе направление – «Сетка АН». АН – это проект Академии наук. То есть они занимались изучением аномальных явлений с точки зрения науки. Вот такая структура была в программе «Сетка», то есть две части, военные и ученые, пытались выяснить, что же за аномальные явления здесь происходят. Ну, военные, понятно, пытались это выяснить, чтобы понять, что вообще летает у нас в небе, что там за НЛО. Возможно, это потенциальные противники запускают какие-то сверхтехничные аппараты, либо это была внеземная жизнь, и, соответственно, военным нужны были технологии. Ну, а ученые просто пытались понять, что же происходит с точки зрения науки. Возможно, это дало бы толчок к тому, чтобы открыть какие-то частицы, поля и продвинуть нашу науку вперед. Вся информация о работе этих двух проектов является засекреченной. Но в 1991 году, когда работа их прекратилась, тогда был путч, тогда разваливался СССР, говорят, что все результаты работы утекли в ЦРУ, то есть в США. Но давайте вернемся к чемодану. Вот что же с ним произошло? Я думаю, что после распада СССР, когда программа «Сетка» прекратила свое существование, то Иван Андреевич попытался во всей этой неразберихе сохранить материалы, наработки, которые у них были. И он взял артефакты, документы, всю эту документацию и сложил в чемодан, который спрятал. Таким образом, он попытался сохранить результаты исследований своей группы. Группа, как мы видим, группа «Гипотеза», которая входила в состав проекта «Сетка» в Сибирском округе. Кстати, я тут в документах встречал отчет о гармонике, а в чемодане лежала губная гармошка. То есть вполне возможно, что это о ней. Давайте почитаем, что здесь пишут, что тут интересного есть. Так, аномальное происшествие «Гармоника». Место происшествия: пригород Ростова, населенный пункт не указан. Итак, апрель 1980 какого-то года. В местный опорный пункт милиции поступило сообщение от гражданки Симоновой Е.Н., в котором она сообщала, что на кладбище ночью стали замечать мужчину с неадекватным поведением. Мужчина приходил на кладбище вечером и подолгу сидел у разных могил, чем вызвал подозрения посетителей кладбища. На замечание не реагировал, молча уходил, если с ним разговаривали. Гражданка Симонова лично наблюдала за этим человеком и сообщила о его поведении своим племянникам Антону и Николаю. Племянники тайком пробрались к кладбищу и устроили засаду. В полночь подозрительный мужчина стал ходить между могил, шуметь, разговаривать вслух и дуть в губную гармошку. Молодые люди решили провести беседу с мужчиной, но при их появлении тот принялся убегать. Во время непродолжительной погони мужчина потоптал несколько могил, опрокинул металлическую оградку, свернул 2 креста. Догнать мужчину молодые люди не смогли. Ничего себе история. Какого-то мужика на кладбище караулили, там, бегали за ним. Так, ладно, читаем дальше. Несколько дней Антон и Николай караулили этого человека у кладбища. На 4-й день подозрительный мужчина пришел вновь. Как и прежде, он дождался, когда все покинут территорию кладбища, и в полночь странные действия повторились. Молодые люди не стали к нему подходить. Один из них на велосипеде уехал в поселок и сообщил о происходящем дежурному милиции. Был отправлен наряд, и милиционеры совместно с Антоном и Николаем задержали мужчину. Так, поведение его было неадекватным. Допрос в пункте милиции ничего не дал.
Речь путанная, иногда бессвязная. Из обнаруженных вещей у мужчины была найдена губная гармоника «Пионер» и маленькая иконка с изображением Богородицы. Документов не было. Личность человека установить не удалось. По решению руководства милиции мужчина отправлен в психиатрическую клинику города Ростова, где после проведенных экспертиз был признан невменяемым и недееспособным, после чего помещен на принудительное лечение. Так. Пункт 2. Расследование группой быстрого реагирования. По случайному стечению обстоятельств в опорном пункте милиции поселка, название скрыто, работал сын моего коллеги из группы «Гипотеза» Конева МС. Сын сообщил о случившемся Коневу, и мы направились в пункт милиции, где провели беседу с участниками происшествия. Через вышестоящее руководство отдела сетка МО мы затребовали личные вещи неизвестного гражданина. Нам была выдана губная гармоника «Пионер», но иконка с изображением Богородицы бесследно пропала и впоследствии найдена не была. После этого мы отправились в психиатрическую клинику, где содержался неизвестный, и затребовали беседу тет-а-тет. Во время беседы была проведена аудиозапись на портативный магнитофон, но впоследствии оказалось, что пленка испорчена и воспроизведение записи невозможно. Поэтому суть беседы изложена в письменном виде. По сбивчивому рассказу гражданина мы узнали, что он приходит на кладбище с важной миссией. Цель миссии он не пояснил, но губная гармоника нужна ему как инструмент связи с умершими людьми. Гармоника дает обратную связь с самопроизвольным звукоизвлечением. Интересный термин. Самопроизвольное звукоизвлечение. Да, получается, какой-то мужик ходил на кладбище и с помощью вот этой гармошки общался с умершими. Так, по обрывкам сведений, сообщенным мужчиной, было косвенно установлено, что ночным посещением кладбищ гражданин занимается несколько лет и посетил порядка 300 кладбищ в нескольких областях СССР. Это вся информация, которую нам удалось узнать. Мужчина, предположительно, 35-40 лет, худощавого телосложения, волосы русые, цвет глаз голубой, правша, говорит на русском языке без акцента и узнаваемого говора. Пункт 3. Артефакт. Губная гармоника «Пионер» помещена на хранение в сейф в штаб-квартире исследовательской группы «Гипотеза». Материалы дела составлены мною Казаковым И.А. Согласно протоколу, копии материалов дела направлены в отделы сетка МО и сетка АН. Дальше какой-то шифр идет. Не знаю, что это. Что-то здесь зашифровано. Если кто-то работал с документами или, может быть, где-то в архиве работает, посмотрите, пожалуйста, на вот этот шифр. Вот, что здесь может быть зашифровано, что означают вот эти буквы и цифры. Да. Если есть какие-то мысли, напишите в комментариях. Вот такая история. Так, получается, какой-то мужик шарился по кладбищам, разговаривал с умершими, используя гармошку. Так, а давайте-ка посмотрим гармошку. Так, значит, вот она лежит в такой коробочке. Не знаю, что за коробочка. Давайте мы ее открываем. Здесь у нас бумажка, на которой написано «Талон на гарантийный ремонт часов». Также здесь имеется календарь за 1989 год, на котором изображено метро, город Москва. А вот здесь у нас написано, что апрель 1980 и год скрыт. А здесь календарик за 1989 год. То есть вполне возможно, эта история произошла в 1989 году. Итак, вот такая у нас гармошка. Интересно. Значит, здесь написано «Пионер». Написано по-украински «Харьков». То есть «Пионер Харьков». Производство города Харькова. Такая металлическая. Здесь у нас деревянная вставка идет. Если верить вот этому рассказу, который здесь написан, то кто-то пытался с помощью этой губной гармошки выйти на связь с умершими.
Вообще она работает или нет? Вот много лет она лежала, может быть, там уже все рассохлось, там же пластинки, язычки. Попробовать в нее поддуть. Ну ладно, ради эксперимента. Пробую один раз. Дуть буду от себя, чтобы на всякий случай, если там внутри есть какая-то пыль, может быть, не знаю, что-нибудь ядовитое, да, с точки зрения безопасности, чтобы в себя не вдохнуть, нужно дуть от себя. Вот, а я знаю, что гармошки, когда в них играют, можно дуть туда и обратно, и как бы звук будет извлекаться в обе стороны. Вот, ну давайте, пробуем. Гармошка работает. Значит, я предлагаю эксперимент. Я возьму эту гармошку и поеду на кладбище. Буду там ходить вместе с ней. Если это инструмент для общения с умершими, то вполне возможно, кто-то захочет выйти на контакт. Вот я приехал на кладбище, а вот здесь проходит трасса за травой, и вон там горят фонари, там находится железнодорожная развязка. Очень много поездов ходит, вон они свистят, их, наверное, слышно. И иногда говорят, голоса это диспетчера, что-то говорят, но это довольно далеко. Отправляемся в путь. В общем, случилось так, что я оставил дома оба налобных фонаря. Поэтому у меня есть вот только накамерный свет. Я буду светить им. Ну что, сейчас я зайду вглубь, немножко осмотрюсь, выберу место. Вот такое кладбище. Здесь находится старая часть. Я проехал вокруг кладбища. С той стороны там свежая могила, а здесь старая часть. Вот, зато здесь рядом проходит трасса. Вот, поэтому потихонечку идем, не шумим, никого не тревожим. И стараемся. Так, тут нет прохода. Сейчас вернемся. И стараемся вести себя с уважением. Вот. Это очень хорошее слово, которое подходит как раз именно к таким местам. Нужно вести себя с уважением. Ух ты! Какая оградка старая. И, кстати, я вот смотрю на памятник, да? Вот видите, памятник, он какой-то странный. Такой, ну-ка сейчас зайдем спереди, посмотрим оттуда. Так. Идем сюда, вот здесь вход. Смотрите, ого, какая дверь. Интересно. Так, а здесь у нас проволочка. Так. Интересная такая вот, прям старая, наверное. Такое старое захоронение. Фу, ну что ж. Так вот, старый крест. Здесь, наверное, вообще каких-нибудь советских времен вот такого немножко остроугольного типа памятники. Так, сейчас посмотрим еще здесь, что есть. Так, как это свежая могила находится посередине между оградками. Ничего себе, интересно, как тут пусто, а здесь вот могила между оградками. Ого! А как так? Может быть, просто оградку продолжат потом, и она окажется внутри оградки. Вот, но здесь мы тоже видим все такое старенькое.
Так. Да. Такие дела. Да, конечно, железная дорога наводит очень много шума. Бринчит, шумит. Да, вот иногда кажется, что это кто-то тут ходит рядом с тобой. Да. Ну ладно, что я сейчас сделаю? Значит, я нахожусь в старой части кладбища. Сейчас достану гармошку. Для этого мне придется убрать вот этот фонарь. О, так. И немножко я здесь постою, чтобы я, скажем так, слился с окружающей средой, атмосферой. Немножко стал своим, потому что я буквально вот только что зашел. Я как бы являюсь посторонним. Немножко сейчас постою, это место меня примет, и тогда я достану гармошку и попробую поговорить. Попробую получить ответ. Ну что? Ой-ой-ой-ой. Там прям с эхом разговаривает. Так, ладненько. Ну что ж, ладно, сейчас я тут немножко вернусь обратно. Короче, вот оградка с открытой дверью, даже с отсутствующей дверью. Видите? Вот саму дверь я здесь не вижу, а вот оградка есть. Вот. Раз вот так. Ага. Интересно, почему двери нет? Связано ли это с какими-либо верованиями, либо просто дверь потерялась, либо, может быть, как бы какое-то приглашение, не знаю, или что это может быть? Почему нет дверей на некоторых оградках? Вообще оградки для чего стоят? Чтобы животные не заходили, не разбредались, ну и для того, чтобы оформить границы, скажем так, вот могил. Но здесь почему-то вот такая оградка без двери. Интересно, ладно. Ну что ж, все, вот здесь я, наверное, сейчас приступлю. Вот это губная гармошка, предполагаемый инструмент для связи, для общения с духами, с душами, либо какими-то иными существами. Вот, мы пока не знаем с кем. Значит, я привязал сюда вот такой шнурочек. Да, он мне понадобится для тестов. Вот, но сейчас начинаем первую серию экспериментов. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак. О, железная дорога, поезд скрипит там тормозами. Не знаю, можно ли это считать за знак. Ну, наверное, нет. Потому что технические звуки, они все равно здесь есть. Так, давайте еще разок. Если здесь кто-то есть, если вы меня слышите, подайте знак. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак. Так, мне кажется, я неправильно формулирую запрос. Я прошу подать знак, а мне нужно, чтобы ответ был через вот этот инструмент. Так, давайте пробуем еще раз. Так, эксперимент продолжается. Формулируем новый запрос. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак с помощью вот этой гармошки. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак с помощью вот этой гармошки. Так, ну ответа нет. Ладно,
Значит, начинаем вторую серию экспериментов. Сейчас я буду просить подать мне знак, и в это время я буду перемещаться по кладбищу, ходить между оградок и могил. Вполне возможно, я найду то место, где придет обратная связь. Вот. Единственное, что вот в руке у меня сейчас гармошка, а налобного фонарика нет. Вот. Поэтому мне очень плохо видно, и как бы здесь я не напоролся на что-нибудь и не упал. Но, надеюсь, все пройдет нормально. Буду ходить потихонечку и аккуратненько. Вот. Итак, ну что ж, начнем, пожалуй. Так, начинаем вторую серию экспериментов. Запрос ответов в движении. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак с помощью вот этой губной гармошки. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак с помощью вот этой губной гармошки. Ой-ой-ой, это железная дорога прям разошлась. Ничего себе. Какие-то стуки. Так. Что-то я тут забрел куда-то. Сейчас пойду в другую сторону. Немножко схожу. Так, сейчас буду бродить и ждать ответа. Если здесь кто-то есть, и вы меня слышите, подайте знак с помощью вот этой губной гармошки. Так, ну что ж, ответа нет. Как бы здесь есть несколько вариантов. Ну, один из них это то, что вот этот прибор для связи с духами, с какими-то существами потусторонними, просто-напросто, что он не работает. Что нужно его либо как-то активировать, для этого провести какой-то ритуал. Возможно, нужны еще какие-то дополнительные устройства. Вот. Либо просто он уже перестал обладать той силой. Ой-ой-ой, что железная дорога пищит. Жестко прям. Возможно, он перестал обладать той силой, которой обладал в те годы, потому что прошло очень много лет. И сейчас вот этот приборчик уже просто-напросто деактивирован. Вот. Еще один вариант здесь в том, что, возможно, рядом с ним нахожусь я. Вот. И, может быть, я как-то блокирую возможность попытки тех потусторонних существ связаться с нами. Ну, просто допуская такой вариант. Поэтому я начинаю следующую серию экспериментов. Сейчас я сделаю следующее. Я поставлю штатив с камерой и повешаю вот эту гармошку на вот этом шнурке, повешаю на дерево, а сам уйду отсюда. И поэтому вот эта гармошка будет висеть здесь на кладбище, а я уйду вообще в сторону, в машину, и не буду мешать, скажем так. Мы посмотрим, поддастся ли знак без меня. Возможно, я реально блокирую ответы, блокирую вот этот способ связи, поэтому пусть вот эта гармошка поработает здесь одна. Вот такой у меня план. Ну что ж, давайте начнем. Идем сюда. Ой, ё-моё. Так, не туда. Сейчас приду к той оградке. Так. Вот сюда.
Да, я сейчас приду. Вот здесь есть дерево. Так, ветра нет. Висит устойчиво. Вот так это все выглядит. Ну что ж, все, я ухожу. Вот машина стоит. Ага. Ну что, стою минут 10. Вот моя машина. А вон там, где свет горит, вон там находится штатив с гармошкой. Ждем, мониторим. Что-то звуки какие-то. Сначала я подумал, что это железная дорога там пищит, но звуки похожи на гармошку. Ничего себе. Ой-ой-ой. Они что-то усиливаются. Вот это да. Так, а ну-ка, надо туда пойти. Ну что, подведем итог последнего эксперимента. Значит, я оставил камеру и гармошку, а сам ушел. И буквально минут через 10-15 раздались звуки. Сначала это были одиночные звуки. Но затем как будто какая-то какофония. Вот знаете, будто сначала кто-то один пытался говорить, а потом какой-то толпа целая прибежала и прям начали кричать. И вот эти звуки прям, не знаю, какие-то душераздирающие. Фу, вот до сих пор еще мороз по коже. Но было очень жутко. Прям жестко. Еще железная дорога пищит. Фу, аж мурашки по коже. Вот, и значит, получается, не знаю почему, но мне пришло в голову какое-то интуитивное такое решение, что нужно прикоснуться к гармошке, задеть ее. Вот. О, ну и я побежал, и когда я схватил ее рукой, то все звуки прекратились. Ну вот я сейчас вышел, хожу здесь, значит, по краю кладбища. Вот, получается, там железная дорога. Я вот здесь стою на дороге
Не знаю, видно или нет. А вот здесь, там кладбище находится. Я прям на краю. И я вот сейчас хожу с этой гармошкой. Вот. И она молчит. Абсолютно никаких звуков. Не знаю. Нужно будет все проанализировать. И мне кажется, нужно обязательно посоветоваться с Пашей. Поговорить обо всем. Спросить его, что это. Может быть, он что-то почувствует. Ой, ё-моё, на железная дорога прям жути нагоняет. Что-то там какие-то нереальные звуки. Да, я думаю, надо уезжать отсюда, потому что прям находиться очень тяжело. И психологическое состояние, оно такое нестабильное. Я чувствую, что прям психофизическое состояние расшатано. Фу, адреналина, конечно, очень много хапнул. Все, ну, я думаю, что эксперимент завершен, и я могу совершенно четко сказать, что вот этот прибор работает, действует, и его нужно тестировать дальше.